Следующий вопрос от Александра, который просит прокомментировать отставку Ники Хейли. Что это? Начали ходить слухи, что она якобы устала, но именно это и вызывает подозрения. С отставкой Ники Хейли пока ничего не понятно. Вот. И здесь мы можем говорить только о версиях, которые либо найдут свое подтверждение, либо не найдут своего подтверждения в будущей жизни. Но есть, очевидно, одно. Трамп формирует дееспособную команду. Людей вполне себе адекватных. Они могут быть недостаточно образованными в силу американской системы образования, но люди вполне себе адекватно представляющие ситуацию, в которой они работают. Соответственно, этому Никки Хейли, в отличие от Саманты Пауэр, прекрасно понимает, что она работает в новых международных условиях, в которых следование американскому гегемонизму, которое проводит американская страновая элита, уже невозможно. А изменить форму подачи информации и проведения американской политики в мире пока не представляется, в больших объемах не представляется возможным. Трамп медленный разворот делает. И Никки Хейли, произнося ритуальные антироссийские вещи и все прочее, она прекрасно понимает, что она выглядит просто дурой в этих обстоятельствах. Как человеку ей этого не хочется. Тем более, что она прекрасно понимает, что должен совершаться определенный маневр, который должен вывести на диалог представителя американской дипломатии на более взвешенный, то есть более приближенный к жизни. А она там полностью оторвана. И вот видели видео, как она восприняла, когда Трамп принял ее отставку? Да она же была счастлива безмерно. Она как будто с плеч скинула огромный, невероятный груз. Вот это является очевидным. А дальше возникает вопрос. Почему она сейчас ушла? То есть, для того, чтобы проводить американскую политику, нужен достаточно умный человек. Повторю, не такие, как Саманта Пауэр, которая посмела прилюдно орать на Виталия Ивановича Чуркина: вы проиграли холодную войну, и поэтому на каком основании ты смеешь здесь говорить правду? Я сказала вот так, значит это так. А ты тут, понимаешь, всем показываешь, что я никто. Так вот, Хейли, она в этом плане другая. И, соответственно, этому у нее есть определенный внутренний дискомфорт. Но дискомфорт у государственного чиновника, особенно включенного в такие глобальные игры, это вопрос второстепенный. А первый – профпригодность и патриотизм своей родины. То есть она должна была, в принципе, выполнять эту роль. Почему она это не сделала? Потому что принято решение, что приведут другого, тогда когда приведут, кто это будет, как он сможет вести. А этот другой, что он будет делать? Он будет продолжать линию Трампа, и тогда, соответственно, у Никки Хейли сложилось определенное реноме. Соответственно, этому реноме она дальше прыгнуть не может. В принципе, может, но как бы в толпоэлитарном обществе всегда для новой задачи требуется новый человек. Это вот как выбирают президентов, назначают министров, все прочее. То есть от этого министра ждут только такого решения, потому что он включен в определенные информационные связи.
Другой пришедший, у него другие информационные связи, у него другая реальность, и он может уже дальше двигать. В этом отношении Путин старается сохранить статус-кво и заставлять работать прежних чиновников. Насколько это возможно, потому что на прежних чиновников есть рычаги влияния. Нового еще надо будет вписывать. Вот. А в толпоэлитарном обществе, когда есть концептуальное единство и надгосударственное управление, там обязательно нужно менять чиновника. Возможно, это как раз и вариант, что все, ты уходишь с этой должности, потому что все, у нас сложилось обстоятельство, мы можем поставить человека, который сможет сделать дальше шаг в отстраивании Соединенных Штатов от управления миром, от надгосударственного управления миром. А возможно и другой вариант. Вот в интернете появилась информация о том, что у Ники Хейли большие финансовые проблемы. И что эти проблемы могли быть решены заинтересованными лицами. Но для этого она должна покинуть эту должность. Значит, эти заинтересованные лица, решая финансовые проблемы Ники Хейли, должны выставить своего человека. А какой этот человек? Будет противодействовать Трампу или же будет работать вместе с Трампом? Это вопрос. Но то, что у Трампа не получилось с наскока решить все задачи, и он увяз в войне с американской страновой элитой, это факт. И в данной ситуации Ники Хейли, в принципе, когда-то должна была быть, она должна была уйти. Трамп должен ее в любом случае менять, потому что на нее нависли такие информационные связи, в том числе и откуда у нее появились финансовые проблемы. То есть кто-то их создал, значит, надо ее убрать, поставить другого, оборвать эти связи, вывести другие, и чтобы человек смог двигаться дальше. Посмотрим, кто придет и какая политика продолжится.